Туристов, посещавших столицу Турции, города Стамбул, всегда восхищают красивейшие улицы и архитектура сооружений времен правления османских султанов. Многие улицы города носят наименования, данные им в честь каких-либо великих людей прошлого. Например, в Стамбуле имеется улица Надир Ачикалын. Мало кто знает, чем отличился этот человек, в честь которого была названа эта улица. Человек по имени Надир Ачикалын был самым успешным евнухом, добившимся много как при правлении султана Абдулхамида II, так и после того, как перестал служить в гареме правителя. Эта улочка находится в районе Гюстепа. В конце улицы находится кладбище, где и упокоился этот неординарный человек. Детство Надира Аги было совсем непростым. После того, как он потерял всех своих родных, его самого продали в рабство. Родом Надир был из древней Эфиопии. В возрасте 8 лет он пережил страшную операцию. Его сделали евнухом. В то время операции по кастрации были очень жестокие, и лишь один счастливчик из 10 мог пережить ее. Методы, применяемые во время этой операции, были ужасны. Маленьким мальчикам в возрасте 8-10 лет отрезали мужское достоинство, а затем, чтобы остановить кровотечение, их закапывали в раскаленный песок или прижигали раны. Никакая анестезия обезболивания не применялась. Надиру повезло. Он смог выжить. Дальше его путь лежал на невольничий рынок. В то время правил султан Абдулхамид II. Султан заподозрил своих евнухов, которые были из Судана, в измене и изгнал их из дворца. Был издан указ о наборе новых евнухов для султанского дворца, но только не из этой страны. Естественно, торговцы рабами подобрали самых лучших мальчиков из Эфиопии и привели их во дворец. Говорят, султан сам выбирал тех, кто будет достойно ему служить. Уже тогда Надир выделялся среди своих сверстников. Он был умен, хорошо образован, почтителен. Надир очень любил природу и животных. Так как всю семью он потерял, то выбор султана пал на него. Ведь в этом случае, не имея родных, он становился предан только султану. Взлет его карьеры был очень стремительным. Спустя непродолжительное время Надир Ага становится влиятельным лицом при дворе султана. Султан Абдулхамид II очень любил беседовать с ним на различные темы, ведь новый евнух был очень начитан и образован. Однако эта сказочная жизнь продлилась весьма недолго. Правление султана Абдулхамида II запомнилось в истории тем, что султан с легкостью давал обещания, которые потом не выполнялись. Под давлением обстоятельств и своих придворных султан принял решение ввести конституцию. Но когда волнения среди народа улеглись, даже не подумал придерживаться этой политики в дальнейшем. Хотя конституция не была отменена, но в реальности ей никто не придерживался. Мечтой султана было вернуть прежние времена, когда только воля султана была единой для всех. Это в конце концов и стало причиной его свержения. После бунта и мятежа, в результате которого был свергнут султан, все евнухи гарема оказались неудел. Не представляя свою жизнь вне стен гарема, обычно евнухи доживали свои дни в бедности и одиночестве. И это в том случае, если мятежники оставляли им жизнь, просто изгоняя из города. Надир Ага оказался счастливчиком. За время своего служения султану этот удачный евнух успел сколотить состояние, которое и позволило ему в дальнейшем достойно прожить остаток своих дней. Некоторые считают, что Надира Агу неспроста помиловала новая власть. Ходили слухи, что только благодаря ему новый правитель смог найти сокровища Абдулхамида. Достоверно неизвестно, были ли применены к евнуху пытки, или же он сам раскрыл эту тайну, понимая, что иначе ему не будет пощады. Однако факт остается фактом. Надира Агу не только не казнили, но даже не потребовали покинуть город. Существование в бедности никак не устраивало Надира, поэтому он решил попробовать заняться предпринимательством. А то состояние, которое у него было, могло и не хватить на безбедную жизнь.
Незадолго до дворцового переворота специально для нужд султана в Стамбул привезли большое стадо коров. Молоко и другие кисломолочные продукты пользовались большим спросом среди населения. Человек, в чьей власти находилось это стадо, внезапно скончался. Надир-ага предложил новому правителю выкупить коров для своих нужд. После получения согласия Надир-ага принялся за дело. Будучи человеком очень умным и образованным, а не фанатичным, как большинство мусульман, Надир-ага решил последовать по стопам своих европейских предпринимателей и создал свое производство молочных продуктов в новой стеклянной таре. Он стал первым, кто решил продавать молоко в стеклянных бутылях в Стамбуле. Это было весьма необычно для того времени, но новая упаковка позволяла сохранить вкус и свежесть продукции намного дольше. Постепенно его бизнес разрастался. Бывший евнух открыл много магазинов по всему Стамбулу. Надир-ага очень следил за собой, ведь после перенесенной в детстве операции все евнухи должны были уделять особое внимание личной гигиене. Даже уже не будучи приближенным султана, Надир-ага сохранил привычку хорошо выглядеть. Он был красиво одет, мог поддержать собеседника в разговоре на любую тему, имел приятное чувство юмора. Будучи всегда человеком обходительным и добрым, Надир-ага никогда не стремился обогатиться за чужой счет. И видя, как живет бедное население, он устанавливал такие цены на свою продукцию, чтобы даже не слишком обеспеченные люди могли позволить себе купить свежего молока. Надир-ага пользовался уважением и любовью в народе. Несмотря на трудность после свержения султана Абдул-Хамида II, Надир-ага смог выбиться в люди и вести достойную жизнь. В истории даже упоминается, что бывший евнух принимал активное участие в общественной жизни Стамбула. Был членом коалиции военачальников гарема. Этот великий человек окончил свой жизненный путь в возрасте 79 лет в своем доме в Стамбуле. Это считалось необыкновенно длинной жизнью для евнуха, ведь после проведения операции у евнухов возникало множество болезней, из-за которых они умирали в возрасте 40-45 лет. Так что Надир-ага стал счастливчиком не только из-за возможности достойно прожить остаток своей жизни, но и за счет того, что жизнь эта была весьма долгая и успешная.